Добрый день! Ежедневно мы получаем очень много вопросов про нас, нашу продукцию и наше производство. Сегодня мы решили ответить на самые популярные из них. Где расположено производство? Производство расположено в городе Александров. Расстояние до нашего склада 110 километров. А это значит, что время до склада на машине примерно 2 часа. Какое оборудование у вас есть и для чего оно используется? Наше производство обладает большими мощностями, которые разделены на различные этапы. Пойдем по порядку. Монтаж печатных плат. Данный участок обеспечивает пайку светодиодов на печатную плату, для чего используется участок поверхностного монтажа плат с промышленной линией, в составе которой установщик Мирае и печь Хеллер. Участок автоматической набивки дип-элементов с двумя автоматами Fuji. Участок по монтажу печатных плат с выводными компонентами и установкой пайка волной припоя. Кроме того, в том же цехе находится участок обработки проводов, на котором осуществляется мерная резка и зачистка с помощью оборудования Comax, полуавтоматическая опрессовка контактов на оборудовании Мекал, а также изготовление всевозможных жгутов. Металлообработка. Благодаря наличию данного цеха имеется возможность производить любые детали из металла, такие как корпуса для светильников. В арсенале производственного участка по обработке листового металла имеются два револьверных координатно-пробивных станка FinPower, позволяющих из листа металла толщиной от 0,4 до 3 мм вырубать заготовки практически любых форм и размеров. Кроме того, на нашем предприятии применяется и лазерная резка листового металла толщиной до 6 мм. С помощью станка лазерной резки можно изготовить корпус или другое изделие практически любой сложности. В цеху по изготовлению корпусов установлено два гибочных полуавтомата, один из которых имеет давление на обрабатываемую деталь 80 тонн, а размер заготовки может достигать 2,5 метров. Другой, более скоростной, но менее мощный, способен получать заготовки из листового металла длиной до 850 мм. Все гибочное оборудование финского производства. После гибки листового металла полученные заготовки отправляются на точечную сварку. Для этого в цехе имеются 3 станка. Кроме того, в арсенале имеется конденсаторная сварка, позволяющая качественно приваривать к изделиям из листового металла бонки, резьбовые втулки, шпильки и другие метизы. Кроме того, в этом же цехе расположены камеры для порошковой покраски. Два сборочных участка. Первый из них специализируется на сборке модульных светильников, его возможности выпуск около 100 светильников ежедневно при работе в спокойном ритме и возможность увеличения скорости сборки до 200 штук в день при необходимости. Второй участок не имеет конкретной специализации, в основном занят сборкой стандартных светильников Armstrong Classica Retail. Тут возможности сборки несколько выше – 200 штук в день в стандартном режиме и возможность увеличения скорости выпуска до 300 штук в день. Сколько времени и материалов уходит на сборку одного светильника? Давайте рассмотрим на примере сборки модульных светильников. Что у нас уже есть на момент запуска партии модульных светильников – алюминиевый профиль. Обычно у нас на производстве всегда в наличии около 500 метров профиля. Светодиодный модуль. Около 2000 штук поддерживаются на постоянном остатке. Линза. Все 3 типа линз, которые используются для сборки светильников, есть в наличии на складе. Около 1000 штук по каждой модели. Источники питания поддерживаются на остатках склада, в среднем от 500 до 1000 штук по каждому виду источника. Крепеж. Оба варианта, скоба и консоль, всегда имеются в наличии на производстве. Поддерживается остаток 300-500 штук. Метизы, болты и так далее. Подготовительный период перед началом сборки – 2-3 дня. На доставку комплектации на производство, а также на напил профиля в нужный размер. Какой из этапов самый сложный? Для обычных светильников Armstrong Classica самым сложным и по совместительству самым долгим процессом является изготовление корпусов. Это занимает до 3 недель. Самый сложный этап в производстве модульных светильников – производство и доставка источников питания. Постоянный контроль при производстве комплектующих также занимает много времени. Входной, выходной контроль качества источников питания, светодиодных модулей. Также при сборке светильников проводится выходной контроль получаемого товара на включении, а при необходимости и на наработку. Светильники оставляют включенными на установленный период времени.
Как происходит создание новых светильников? Если рассказать о проектировании и разработке новых светильников, первым делом формируется техническое задание. Оно строится на основании пожеланий наших менеджеров либо под конкретный проект заказчика. На основании полученных в соответствии с требованиями разработки образцов выбираются рассеиватели либо оптические элементы, подбираются все необходимые мелкие комплектующие, крепеж и так далее. И изготавливается первый полноценный светильник-образец. Если все тесты проведены успешно, то модель презентуется менеджерам и запускается первая пробная партия.